Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Уже совсем скоро будет осень, и мы будем очарованы хризантемами, этими разными яркими цветами. И это будут и букетного типа хризантемы, и среднерослые корейские, ну и, естественно, мультифлора. Но сегодня речь пойдет именно о тех, которые нужно формировать, потому что мультифлора – это заложено сразу генетически, вот это формирование шарика из цветов. А мы же сегодня поговорим с вами о создании вот этих букетов высокорослой корейской хризантемы, а также крупных вот этих цветов, которые там 3-5 в кустике, но это крупнейшие, красивые цветы, и букет из этих цветов – это просто обворожительно. Итак, давайте рассмотрим вот эту тему, я отвечаю на ваши вопросы, как я создаю вот эти крупные цветы уже в июле месяце. Это было изначально еще подготовка и много дел. Мы уже вам показывали, как я высаживаю череночки укорененные. Но сейчас пришло время показать, как можно вот эти крупные цветы, крупные хризантемы и букетного типа хризантемы получить вот именно красивые крупные цветочки, букеты. Давайте конкретно на примере я вам все покажу и расскажу. Сейчас я вам покажу, как я работаю над крупным цветком вот этих хризантем корейских. Вот смотрите, на этом кусте уже, вот видите, сколько пасынков. Вот, даже большие снизу, вот видите, сколько пасынков. Если оставить эти пасынки, будут мелкие цветочки, поздно будут цвести. И здесь тоже будет мелкий цветочек вверху. Поэтому что нужно сделать сейчас в июле? Сейчас будет хороший знак зодиака. Кстати, для пасынкования можно использовать и деву. Но лучше чуть-чуть позже, вот в знаке, я просто показываю заранее, я могу даже зачеренковать вот эти череночки и получить еще и рассаду. Вот смотрите, что делаем. Вот эти все череночки, мы их забираем. То есть вот это цветочки, которые были бы боковые и забирали бы энергию, вот этот кустик, сейчас я их всех, вот смотрите, сколько здесь лишних веточек, которые на себя берут питание. Ну, это у меня один куст такой. Я просто над другими работаю, где прохожу, там и где вижу хорошие дни. Вот, смотрите, какой большой этот череночек. Их можно еще и посадить. Вот, черенки. О, совсем большой, видите? Вот, если бы я сделала это раньше, было бы, конечно, лучше. Ну, вот, весь, все, вот, хотя бы одну-две я сейчас вам хочу показать эти веточки. Так, тут все. Здесь не все. Здесь, видите, еще есть. Все вот эти маленькие пасынки, они забирают столько энергии. И потом цветочки обычные получаются. И мы покупаем как будто бы, да, красивый крупный цветок. А получаем в результате у нас вот такое вот, что попало. И возмущаемся, что нас обманули. Но мы-то видели. Я все время покупаю в горшке здоровые растения уже со всеми и цветочками, а потом садишь и возмущаешься. А вот это секрет, который не рассказывают те, которые продают. Вот все вот эти маленькие пасыночки, я все это убираю. Они легко, кстати, выламываются. Вот. Еще и посажу череночки. В деве они очень хорошо укореняются. Вот. Просто хочу вам показать. Вот смотрите. Вот у нас две веточки. И вот здесь будут крупные цветы. Те, которые я уже и в видео вам показывала. И буду показывать. Вот эти цветочки. Далее будут расти вверх. Вот эти побеги. Значит, здесь снова же будут появляться вот эти пасынки. Видите? Они уже маленькие есть. Но есть. Видите, какие? Их тоже надо убирать.
У нас тут кустик имеет где-то штук 8 вот этих побегов. И нужно на этих 8 побегах вот так сидеть, выщипывать. Ну да, надо заниматься этим, но зато вы в конечном итоге получите вот эти красивые крупные цветы. И после того, когда вот эту работу провели донизу, это я все буду делать, просто-напросто для высокорослых обязательно уже надо вот эту сделать штуку, удерживатель. Вот видите? Вот, для того, чтобы они не валились. Далее, смотрите, что еще нужно сделать. Вот так перемещаемся. Вот здесь. Вот здесь я, как пример, смотрите, верхушка у меня здесь была срезана. И вот пошли. Это, кстати, крупная тоже корейская, очень красивая хризантема. Здесь у меня ничего не, с верхушка не было поломано. И получается, что будет один цветок, но будут боковые идти, и боковые будут на себя тоже брать силу. Но в данном случае, вот смотрите, чтобы букет получился, да, вот здесь, чтобы букет получился, нужно вот верхушку забираете. И здесь я тоже сейчас эту верхушку буквально ее прищипываю, смотрите, вот. Я ее прищипнула, и все. Теперь что происходит? Теперь будут идти вот побеги, я пока не трогаю. Вот здесь тоже будут идти побеги. Мы сейчас на этом рассмотрим, вот, что дальше будет происходить. Смотрите, для того, чтобы здесь вот 1, 2, 3, 4, 5, 6 цветков будет, 7 даже. Чтобы эти цветки тоже были красивые, здесь тоже пойдут пасынки. И нужно вот эти пасынки тоже обламывать. И тогда получится вот этот красивый букет крупных цветов. 5 оставляют, 7 цветов оставляют. Но в данном случае вот они уже, вот смотрите, как здесь очень интересно, да? Вот, пасыночек маленький. Если их оставить, наш цветок будет мелкий. Вот, выбираете, получается, вот смотрите, чистенькая должна быть. Все пасыночки, вот все должны быть убраны. Да, нужно этим заниматься, да, это время, но зато осенью такие красивые букеты получаются. В общем, выщипываем, 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 все выщипываем для того, чтобы получить вот красивый букет. Вот здесь рядышком тоже у нас есть еще один такой же, верхушка еще тоже не прищипнута. Я ее тоже, не бойтесь щипать ее. О, вот так. Прищипните, и у вас пойдут снизу и побеги. И оставляйте 5. Ну, 7 много, ну, можно и 7 оставить. Вот здесь не прищипывайте. Только центральные прищипнули, и боковые пошли, оставили 5-7 цветов. И вот эти цветочки у вас будут все цвести и будут крупные. И в том случае, если вы будете все вот эти пасыночки убирать уже на этом количестве оставленных цветочков. А вот это те кустики, которые я показывала, прищипку делала и срезала вот такие эти верхушечки. Это у меня тоже крупная корейская, среднерослая. И вот уже вы видите по 4 таких побега сформировалось. Вот этот букетик будет тоже. Вот. И здесь рядышком я тоже под бутылку их укрывала, и вот они продолжают тоже расти. Здесь будут другие. Но вот смотрите, здесь 2 букетика, то есть 2 цветка. Здесь 2 цветка. Ну вот здесь 3 формируется. Растение само определяет, сколько ему цветков, но мы знаем, что нужно от 3 до 5. Это очень крупные цветы, поэтому вот они уже есть, эти цветочки. Мы уже знаем, что здесь будет столько. Больше уже не пойдет. Но больше может быть только за счет, вот смотрите, вот этих боковых. Вот они уже есть. Вот смотрите, видите? Если мы их будем оставлять, будет у нас ситуация с мелкими цветочками на самом побеге. И верхний будет страдать и будет не такой крупный. Поэтому мы постоянно следим. Вот видите, на этом побежке тоже есть вот маленький пасынок. Все это выбираем и оставляем вот эти. Здесь будут. Это, кстати, уже поздние. Это уже апрельские череночки. И вот они вот такие замечательные. Вот здесь, кстати,
уже очень поздний. Это был, по-моему, майский, да, майский череночек, тоже из этих же корейских, но я его не прищипываю, уже мало времени осталось. Оставляю кое-какие, оставлю по одному. У меня много испытаний, мне очень интересно, как это все будет. Если по одному, какие цветы будут, я обязательно вам же покажу, какие размеры цветка. Если вот 1, 2, 3 цветочка. Как помните, у меня их очень много. И вот то же самое здесь ситуация, есть разные. Вот такая красота. Вот так я формирую на разных растениях, по-разному у меня разный подход. Но главное в этом деле нужно понять, что нужно постоянно удалять вот эти пасыночки, которые будут идти, подниматься сейчас вместе с ростом вот этого побега или нескольких побегов. Не давайте возможность разрастаться пасынкам, иначе они будут забирать львиную массу питательных веществ, которые нужны сейчас для формирования вот этих красавцев цветов. Ну что ж, Раиса Горяченко и Александр Волик поделились с вами вот этой важной темой, важным мероприятием, агромероприятием, которое мы проводим в июле месяце для того, чтобы получить красивые цветы. Кроме этого, есть и другие агромероприятия, агроприемы. Но сегодня вот это то, что я вам обещала, каким образом надо прищипывать, что нужно убирать, что удалять. Вот эти моменты, обратите на них внимание, как раз сейчас пройдет знак Девы и будет хороший знак стихии воздуха, можно будет заняться вот этой важной агрооперацией, созданием вот этих букетов крупных хризантем. Прощаемся с вами до следующего видео. Всего вам самого доброго, красивых вам цветов, хорошего настроения. Пока-пока.